Привет, я на центральном вокзале Милана. Сегодня нас ждет игра сборной Италии против сборной Молдавии на стадионе в городе Реджо Эмилия. Это стадион, где играет Сассуоло и Реджиано. Я был на этом стадионе уже 18 раз. Я один из самых преданных фанатов Сассуоло, но для вас я его еще не снимал, хотя я уже имею выпуски, по-моему, почти со всех стадионов серии А. Я, конечно же, опоздал на свой поезд. Он отправлялся в 17:20, я прибежал на вокзал в 17:28. Но ничего, поеду на час позже, просто хотел приехать заранее, так буду забегать прямо под стартовый свисток. Ну, мне не привыкать. Если кто не следит, я только сегодня в 9:30 утра приехал в Милан с Мюнхена, с финала Лиги Наций, и вот я снова еду дальше. Опоздал я отчасти потому, что я из Милана уезжаю где-то на месяц, и мне надо было сложить рюкзак, я чуть замешкался, вот этот рюкзак мне на месяц, при том, что там есть и обувь запасная, и нарядные вещи, в общем, не такая простая задача. Ну, если что, докуплю всегда что-то. Смешно, что сейчас 9 число, и вот факт, что я больше спал в этом месяце в автобусах, чем в своей квартире в Милане, и в этом месяце уже в нее не вернусь. Получается, я заплачу кучу денег, а в Милане аренда квартиры стоит кучу денег, даже маленькой, поспав там, всего 2 ночи, и то неполноценно. Но зато ее супер сложно найти, то есть проще платить большие деньги и оставлять ее за собой, чем съехать на месяц, и потом неизвестно, смог ли я что-то найти еще в Милане. Спрос просто невероятный. Но каждый раз, когда я уезжаю с вокзала Милана, это очень круто и величественно. Должен признаться, я вчера поймался на мысли, может не только вчера, но вчера в очередной раз, что каждый раз, когда я уезжаю из Милана, мне хочется вернуться. Больше видов миланского вокзала. Но я буду скучать за этой суетой и за этой такой, знаете, сдержанной помпезностью. Я не привык приезжать на вокзал так заранее, но мне кажется, у меня практически идеальная локация для ожидания поезда. Эти рекламы, архитектура, мрамор. В общем, надо уметь найти свое местечко и в жизни, и на миланском вокзале. До поезда полчаса, но вы знаете, человеку, который решил вести практически ежедневный влог на ютубе, всегда есть чем заняться. Например, мне все еще надо смонтировать свой влог для финала, чтобы вы его посмотрели как можно быстрее. На триумф Криштиану Роналду, на то, как он поднимал Кубок Лиги Наций, на Ямале, сборную Испании. В общем, финал был крутой. Я, конечно, мог бы заниматься это время чем-то более денежным, но, вы знаете, не в деньгах счастье. А вот мне кажется, вот этот блогинг в данный момент жизни делает меня счастливее. Поэтому я очень много времени стал тратить на YouTube, на монтаж видео. Надеюсь, вы это оцените. Помните, лайк, подписка, колокольчик, все дела, комментарии напишите. Люблю с вами общаться. Итальянцы умеют создать очереди там, где, вообще эти очереди могут не создаваться. Вот тут просто надо просканировать билет, чтобы зайти на вокзал. Хотя в поезде по-любому же тоже проверяют билет. В общем, бред. Первый раз, сколько я езжу, нигде такого бреда на вокзалах нет, кроме как в Италии. Сканеры-то тоже работают по-итальянски не спеша. По полминуты бывает люди заходят, что сканеры тупят. И даже если представить, что это делается для безопасности, я вам скажу, я когда опаздывал, заходил в обход этих сканеров, проскакивал, и если бы я был бы злоумышленником, я без билета заскочил бы. Злоумышленник бы так и сделал. Просто тупо тормозит всех людей. Зато когда попадаешь на вокзал, сразу это предвкушение путешествия. Эти все 4 поезда разные. 5 поездов разные. 6 поездов разные. В общем, нравятся мне все эти поезда. Могу смело заявить, что торговый автомат – друг человека. Не даст умереть от жажды. Даже электрички все разные. Я поеду на этой самой правой. Вообще она едет аж до Римини. Римини – это итальянские пляжи. Такие, знаете, бюджетный итальянский морской отдых. Так что я мог бы поехать сразу на море, но пока нам не до отдыха. Пока едем на футбол, хотя это тоже своего рода отдых, но такой активный. Пляжи будут потом. Но я в Римини был. Если цель просто порелаксировать на пляже, в принципе, место неплохое. И для Италии оно доступное. Лайфхак в том, что чем дальше вы уйдете, тем меньше будет людей. А я же тот еще социофоб. Почти свое купе. Помню, как когда-то на поездах путешествовали в Крым, с мамой выкупали все купе, чтобы ехать сами в поезде. И почти любая локация превращается в мою маленькую монтажную студию. Прибыл в Реджо Эмилию.
34 минуты до матча. Собственно, примерно столько же идти на стадион. Стадион на окраине, так что центр города я вам показывать не буду. Но знаете, Реджио Эмилия — это такая, как по мне, настоящая маленькая уютная Италия. Ну и это достаточно богатый регион. Как везде, берут какие-то старые промышленные здания и переделывают их в офисы, в общественное пространство. Так выглядит моя дорога до стадиона Реджио Эмилия. Ну, от вокзала почти все время прямо. Странно, когда в прошлый раз Наполи было чемпионом, этот дом весь был в флагах, а сейчас что-то флагов нет. Ну, такое возможно, разве что, видимо, может, он продал этот дом. Как обычно перед футболом в Италии, вот видите, полиция любит перекрыть все движение везде. Хотя, ну, вы понимаете, Реджио Эмилия, сборная Италии. Видите, тут вот так в основном на стадионы ездят. Помните, в выпусках из Болонии машина на траве как-то стояла? 2 раза такое было. 250 евро штрафы пришли за 2 парковки на траве. В общем, не щадят они тут в Италии людей. Хотя в Болонии там припарковаться реально негде было. Целые автобусы полиции. Представляете, что будет, если Италия сегодня не выиграет у Молдавии? Да ничего не будет. Кассы закрыты. Конечно, закрыты. Сегодня солд-аут. 14 минут до матча. Стадион уже в поле зрения. Вот можете атрибутику прикупить. Шарфики по 15 евро. Не хотите себе шарфик Молдовы? Я уже послезавтра, кстати, буду в Молдове. Мог бы себе и взять и шарф, и флаг, чтобы как своего встретили. Вот кто-то прям серьезно с флагом Молдовы. Ну, кстати, вы знаете, что в Италии очень много людей из Молдавии. Нормально, сегодня даже маскоты перед матчем есть. И вот Мапей Чита Триколоре. Триколоре, потому что именно в Реджио Эмилии придумали вот этот трехцветный итальянский флаг, поэтому в честь этого Мапей — это богатая фирма, по-моему, они красками занимаются, они владельцы Сассуоло, и, собственно, стадион в собственности у компании, которая владеет Сассуоло. Ну, это приятно для Италии, видите, поэтому стадион более-менее нормальный. В 95-м году его построили, в 2013-м вроде компания его выкупила. И, ну, не худший вариант для Италии, особенно с учетом того, где мы находимся. 25 тысяч человек, по-моему, он где-то вмещает. Ну, неплохо. И принимают у себя 2 клуба: Сассуоло и Реджиано. Реджиано тоже тут выступает, клуб из серии Б. У них в прошлом сезоне даже было вот это дерби Реджио Эмилии. Причем Сассуоло — это команда не из Реджио Эмилии. Сассуоло — это команда из городка Сассуоло, но он настолько маленький, что там даже нет своего нормального стадиона, поэтому они на домашние игры ездят, так сказать, в областной центр сюда. Прямо на билете написано, что у меня 5-й вход, но видите, 5-й закрыт. Ну, понятно, что надо идти в 4-й, это Италия, но они тут с точностью не очень дружат. Понятно, все свои документы готовят. Вот эта очередь на проверку документов все стоит. Добро пожаловать снова в итальянский футбол. Далее на входе такие снеки. Это запакованные кубики пармезана. Ну, вкусно. Вообще, эта провинция славится своими сырами, в том числе. Тут Парма рядом с пармезаном. 8 минут до матча я внутри. 19-й раз я где-то на этом стадионе. Ну, формально сегодня солд-аут, но он не кажется очень забитым. Это справа трибуна фанатов сборной Италии. Ну, из Молдавии, как вы видите, немало людей. Ну, правда, я думаю, что 95% живет в Италии, но все равно это фан-трибуна сборной Молдавии. Ну, играет гимн Молдавии сейчас, видите? Все стоят. Гимн Италии с оркестром. У меня места на верхнем ярусе, поэтому двигаемся туда. Тут у нас сверху еще и клуб для избранных, где можно поесть, но мне не сюда. На самом деле, с таким огромным заполненным рюкзаком я мог и не зайти. Но, вы знаете, умею. Начали матч, и это, по идее, последний матч сборной Италии под руководством Спалетти. Вроде как его увольняют, и будет другой тренер. Со старта поддержка Молдавии, конечно, выглядит поярче и поактивнее, хотя их немного. Но это особенность этого стадиона. Я вам скажу, что во время сезона вот тут вот сидят фанаты Сассуоло, и чаще всего их меньше, и они менее активные, чем фанаты гостевых команд. Вот практически кто бы сюда не приезжал, вот там вот слева заполняют всю трибуну большие клубы, и создается впечатление, что домашний стадион для тех, кто на самом деле гости. Потому что они и ту трибуну заполняют, и центральные места сильно выкупают. И бывает такое, что 3 из 4 трибун заполнены гостями, и только вот там вот одна домашняя трибуна для фанатов Сассуоло. Потому что клуб достаточно молодой,
клуб коммерческий, без большой истории, из маленького села, поэтому... Хотя он гроза грандов, конечно, у него нет авторитета, он может выиграть кого хочет, но как-то с фанатами у него пока не густо. Но сегодня сборная Италии. Видите, на сборную Италии люди есть. Конечно же, мега фаворит сегодня сборная Италии. Вопрос ли в том, сколько они забьют Молдове. Ну, вы понимаете, это футбол, может быть все что угодно. Будет смешно, если Италия не выиграет. Вряд ли, конечно. Ну, там типа 97%, по-моему, что Италия выиграет. Но всякое бывает. Мой официальный билет на эту игру стоит порядка 50 евро. Можно было, конечно, купить за 25 или за 20, если бы я был бы решительнее, взял бы сразу, когда они были. Пока я думал, решался, уже остались только те, что подороже. Я, кстати, бывал на домашних матчах сборной Молдовы, Зимбру-арена в Кишиневе. Был опыт. Я там даже вип брал, я помню, меня там кормили, ну так, скромненько. Сборная Молдовы забивает гол сборной Италии, и счет становится 0-1. Ну, видите, видимо, Спалетти, может, перед уходом решил всех впечатлить. Формально это автогол от Донорума. Донорума тоже умеет впечатлять. Помните, как он с углового пропустил, когда разговаривал? Ну, Италия, такая Италия. Кстати, если они не выйдут на чемпионат мира, такое вполне может быть. Они в группе с Норвегией. Норвегия уже 3 игры выиграла, Норвегия на ходу. В общем, Италия стагнирует. Клубный футбол, сборные, страна в целом. Ну, я уже как-то говорил об этом. Ладно, Италии повезло, нашли офсайд. Хотя мяч уже даже в центре поставили. Но ВАР спасает Италию. Есть первый гол Италии. О, дожали. Но тяжко у Италии пока идет. Больше всего всегда радуются дети, и они обычно активнее всего поддерживают на сборной. Кричат «Италия!». Распадори, игрок Наполи забил. На перерыв идем со счетом 1-0. Вот даже есть сектор активной поддержки сборной Италии. Я, конечно, балдею с этой прикормки. Пармезанчик. То, что надо. Вот почаще бы такое давали. У меня, кстати, дома тоже обычно лежат такие пармезаны. Ну, правда, другой фирмы. Но как перекус это отлично. Но вот люди сюда даже с KFC, походу, пришли. Видите, в Италии в перерыве на большом экране рекламируют пармезан. Но от моего пармезана осталась только история. Ну, собственно, как и от былого величия сборной Италии. Make Italia Great Again. 18 771 человек сегодня. Хотя местами писалось, что солдат, что билетов нет. Ну, итальянцы, видимо, криво продавали. Фредерико Ди Марко с поля ушел в перерыве. Хотя старался, но не получалось у него. О, Барелло тоже в перерыве вышел. Что мне нравится в этом стадионе, у него по периметру торговый центр. Вот там вот, по-моему, тренажерный клуб. И в целом, ну, прям такой нормальный торговый центр. Поэтому он используется не только в дни матчей, но и приносит прибыль и является точкой притяжения в городе и не в дни матчей. И если бы я не опоздал на поезд, я бы походил там, вам показал. Я люблю пойти там поесть перед игрой. Но после игры уже не покажу, уже буду опаздывать дальше. Но это классно, когда стадионы совмещают с торговыми центрами. Италия забивает второй. Ну, радуются, как будто бы на чемпионат мира вышли. Но нет, это просто гол в ворота сборной Молдовы. Камбьязо забил. Закончили 2-0. Но такой Италии, которая всего 2-0 обыгрывает Молдову, будет тяжело пройти на чемпионат мира. Вот они, последние минуты Спалетти в роли тренера сборной Италии. Игроки сборной Италии подошли поблагодарить своих фанатов за поддержку. Ну, поддержка как для этого стадиона была. Сборная Молдовы тоже благодарит своих фанатов. А в это время Спалетти дает свое одно из последних интервью в качестве тренера сборной Италии. На самом деле, я вот почему-то не уверен, что проблема сборной Италии была именно в тренере.
Может, вопрос в игроках? Все же Спалетти тренировал тот самый Наполи, который взял третье свое чемпионство с Хвичей Кварацхелией, с Осименом. И это была очень крутая команда, которая очень заранее стала чемпионом. Поэтому, наверное, вопрос не в Спалетти. Наверное, Спалетти все-таки может и умеет. Послематчевая суета, все разъезжаются, расходятся. Закончился матч, но совсем не мои приключения, потому что я сейчас еду не домой в Милан, я сейчас отправляюсь дальше. Тут после матча единственный вариант поесть — это вот эти вот фургончики. Получил за 8 евро жареную картошку и бутылочку воды. Смотрите, как заманивают. Бар открыт, цены нормальные. Ну, а я выдвигаюсь к ЖД вокзалу. Там меня ждет электричка. Ну, как ждет? Мне хотелось бы на нее успеть, чтобы она меня ждала, потому что полчаса до электрички, полчаса идти до вокзала. Ну, я, как обычно, умею, практикую. Гроунхоппинг — дело тонкое. Видите, сегодня на матче даже были представители сборной Австрии. Вообще, по сути, Реджо Эмилия — это такая настоящая нетуристическая центральная Италия. Вот вы кого-то знаете, кто бы специально такой: поеду-ка я в отпуск в Реджо Эмилию. Но тут самое интересное, что, в принципе, в центре так же круто, как и в других итальянских городах. А это я сейчас иду по обычной улочке. Причем улочки, наверное, не в самом лучшем районе, а где-то на окраине. Но тут светло, тут вкусно пахнет вот этими итальянскими цветочками. Тут чисто, ухожено. Тут совсем не страшно. Знаете, много кто-то может подумать, что типа Италия где-то может быть опасной. В общем, такая она настоящая Италия. Секрет появления австрийских фанатов раскрыт. Завтра будет Сан-Марино, Австрия. Сан-Марино — это, в принципе, в этих краях Италии. Ну, это отдельное государство, но оно находится недалеко от Болоньи, поэтому они, скорее всего, приехали поддержать свою сборную. В принципе, я в теории мог ехать туда, но на стадионе Сан-Марино я уже был, а завтра я планирую оказаться на своем 94-м стадионе, на котором я еще не был. А стадион, ну, как по мне, значительный. Тут рядом спортивная площадка, поэтому в этом снэк-баре ощущается влияние баскетбольной культуры. Хотя в центральной Италии, кстати, и баскетбол силен. Вот народ, собственно, играет в баскетбол. Еще немного стрит-арта. И фанаты сборной Австрии. Ну, они такие пьяные, что им тяжело было идти. Но, походу, они идут на тот же поезд, что и я. И мы через минут 10 отправимся. Тут еще есть скейт-парк днем. В общем, все условия, чтобы молодежи было чем заняться. Я на месте. Жду электричку. Я, конечно, говорил, что автомат друг человека, но этот меня в очередной раз кинул на евро 20. Деньги списали, водичку не дали. Везде обман. Но если был негативный опыт, нельзя сдаваться. Я уже тут и поел, и попил. Просто я на всякий случай с собой еще монетки ношу. Вот как раз для таких ситуаций. Эта электричка за 7 евро и 50 минут сейчас отвезет меня в Болонью. Всегда стараюсь заряжаться в поезде. Ну, потому что в поезде можно зарядиться бесплатно, а в Европе электричество 60 центов в киловатт. Нет, ну на самом деле не поэтому, просто пауэрбанки не безлимитные, надо беречь, а тут можно восполниться. Я прибыл в Болонью. Тут один из самых больших и сложных вокзалов в Италии. ЖД вокзал Болоньи. Но моя цель сегодня — это аэропорт Болоньи. У меня через 5 часов оттуда вылет, и вроде как автобус туда может довезти. Google не соврал. Автобус до аэропорта прибыл. Прибыл в аэропорт Болоньи. Это все, кстати, очередь на посадку в такси, чтобы уехать из аэропорта. Но не могут итальянцы выдать нормальное количество лицензий и создают искусственные проблемы. Так вот, прилетел и стой. Вы же понимаете, что это сугубо законодательные бюрократические проблемы. Потому что, ну, я уверен, что есть масса желающих работать в такси, возить людей из аэропорта, но просто не дают людям возможности это делать. Из-за этого страдают все. Ну, я не знаю, мне не очень хотелось бы прилететь в страну и 2 часа ждать в очереди на такси. Это снижает туристическую привлекательность страны в целом. В общем, итальянцы, они, ну, мне кажется, они во многих вещах не думают наперед. Ламборджини, кстати, в этом регионе делают, как и Феррари, собственно. Поэтому они нас тут встречают. Чего я вообще приехал в аэропорт в Болоньи? Потому что у меня в 5:40 отсюда вылет в Бухарест. Почему я лечу в Бухарест? Потому что завтра там играет сборная Румынии против сборной Кипра. Я уже был на 2 стадионах Бухареста, но на национальном олимпийском еще не был. Я решил, что надо слетать. Так что в 5:40 вылетаю. Сейчас вот там вот на зарядочной станции посижу, позаряжаюсь. Помонтирую вам еще выпуск с финала Лиги Наций, который я до сих пор не домонтировал.
На этом, думаю, сегодняшний выпуск можно завершать. Уже через пару часов я отсюда начну новый выпуск про игру Румыния-Кипр. Но сейчас всем спасибо за просмотр. Лайкаем, комментируем, подписываемся. До новых встреч. Не пропускайте выпуски.